Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня мы вместе с вами поговорим о том, что категорически нельзя держать под вашей кроватью. А прямо сейчас подпишитесь на канал Эзотерика для тебя, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этой информацией с теми, кому действительно эта информация будет полезна и важна, а также кому вы желаете мира, любви и гармонии. Пусть каждый из нас знает больше информации и делает определенные выводы. Итак, что же нельзя держать под кроватью? Вы знаете, кровать – это то место, где мы с вами проводим треть нашей жизни. Это та самое личное место, это та личная мебель, где мы должны с вами сосредоточиться, чтобы достичь лучшего жизненного опыта и здоровья. И если мы не будем соблюдать определенных правил, то мы можем привнести в свою жизнь болезни и всевозможные духовные или физические препятствия для нашего общего благополучия. Помните о том, что все, что связано с кроватью, связано с нашей личной энергией. Следовательно, все, что находится на нашей кровати и под кроватью, может либо увеличивать, либо истощать нашу энергию. Итак, что же нельзя класть под кровать? Не храните никогда что-то вообще под кроватью. Вы, конечно, зададитесь вопросом, почему. Потому что энергия должна свободно циркулировать выше кровати и ниже кровати. Все, что мы держим под нашей кроватью, влияет на нашу личную энергетическую матрицу. И хранение вещей под кроватью может потенциально влиять на наше здоровье, удачу, на наши личные отношения, на наше развитие и на наш прогресс. Поэтому, пожалуйста, помните о том, что хаос и бардак в нашем доме вызывает стресс. Поэтому хорошо иметь в спальне много свободного места, особенно под кроватью. Это создает в комнате здоровую атмосферу и здоровую энергию. Но если вы живете в небольшой квартире и место под кроватью вам нужно для хранения, то, пожалуйста, используйте это место исключительно для вещей, которые связаны со сном. Это, возможно, постельное белье, одеяло, подушки, но, опять же, они должны быть чистыми. Помните, это не то место под кроватью, чтобы хранить эмоционально заряженные предметы. Такими может быть обувь, одежда, старые письма, воспоминания, возможно, коробки с открытками, фотографии и даже документы. Также лучше не держать в спальне книги, потому что книги сами по себе, они слишком активны. Максимум, что допускается, это роман, который вы читаете перед сном. Но полноценная библиотека вашей спальни будет вас отвлекать. Помните о том, что мы живем слишком бурной, напряженной жизнью, поэтому сон нужно оберегать и делать его максимально спокойным. Конечно, мы знаем и о том, что мы живем в далеко не идеальном мире, где не все имеют возможность жить в огромных домах и хранить вещи там, где это нужно по правилу. Если вы живете в маленькой квартире, где пространство под кроватью бесценно, то вам нужно сделать уборку. Потому что пространство вокруг кровати имеет очень важное значение. Обязательно уберите из-под кровати все колючие и режущие предметы, чучела рогатых и просто мертвых животных, потому что это все несет в себе мертвую энергию. Обязательно очищайте пространство под кроватью, а потом время от времени именно на чистое пространство под кроватью вы можете смазать, например, шалфеем, ладаном или базиликом. Вы спросите, зачем? А для того, чтобы избавиться от негатива и, конечно, чтобы привлечь все виды благословений в вашу жизнь. Поэтому обязательно вытирайте пыль, пылесосьте под своей кроватью. Желательно проводить влажную уборку, добавляя в воду соль.
И раз в месяц, когда вы делаете генеральную уборку вашего дома, обязательно зажигайте именно синюю восковую свечу. И обращаю ваше внимание, что такую синюю восковую свечу вы можете купить в любом эзотерическом магазине или заказать по интернету. Запомните, что все предметы, которые находятся под кроватью, так или иначе влияют на наши энергетические потоки. И под ударом буквально все. Ваше здоровье, личная жизнь, развитие и ваша удача. Возможно, кто-то верит в это с трудом, но это действительно так. А теперь давайте вместе с вами убедимся, что под вашей кроватью отсутствуют вещи, которые категорически запрещено там хранить. Итак, первые вещи, которые обязательно уберите из-под кровати, это те вещи, которые у вас вызывают плохие воспоминания, потому что их энергия буквально запрограммирована на неприятные воспоминания, и поэтому они вас будут преследовать постоянно, негативно влияя на вас, на энергию и на ваше здоровье. Далее, что нужно еще убрать, это подарки, картины, которые дарили вам бывшие. Потому что они буквально созданы для того, чтобы вам постоянно напоминать о том, что было пережито вами. То есть вы непонятно почему будете снова и снова мыслями возвращаться в прошлое. Так что если вы хотите избавиться от призраков прошлого, избавьтесь от ненужных подарков. Под кроватью также не должна быть порванная, грязная одежда и обувь. Многие из нас хранят старую одежду, которую можно надевать, например, на даче или в гараже. Конечно же, ничего зазорного в этом нет. Единственное, храните эти вещи где угодно, но только не под кроватью, где они будут подворовывать вашу энергию. Далее, что еще нельзя хранить под кроватью? Мертвые растения. Вы спросите, почему? Дело в том, что мертвые растения, искусственные растения являются источником мертвой энергии. Поэтому вместо ненавязчивого и приятного аромата вы можете получить болезни и плохое самочувствие. Далее не храните под кроватью поврежденные и поломанные вещи. То, что вещь уже является поврежденной или поломанной, надломленной, это означает, что ее энергия точно такая же, и она несет с собой разрушение и деструктив. Эти вещи буквально отпугивают от вас удачу, поэтому, если вас преследуют неприятности, невезение, проверьте, не завалялась ли под диваном, возможно, какая-то поломанная детская игрушка или, возможно, какой-то спортивный инвентарь. Вы не поверите, но такие вроде бы, казалось бы, мелочи отпугивают действительно удачу. Далее, что нельзя еще под кроватью держать, это старые всевозможные гаджеты, телевизоры, телефоны. Вы их должны избавиться. И не потому, что толку от них нет. Дело в том, что они содержат металл. А металл вызывает нежелательные ситуации и даже необъяснимый страх. Итак, друзья, подводя итог, давайте еще раз остановимся на главном. Под вашей кроватью не должны храниться вещи, которые не имеют ничего общего со сном и вашим отдыхом. Могут быть только подушки, одеяло и другие постельные принадлежности, которые могут быть или чистыми, и новыми. Поэтому обязательно проводите генеральную уборку под кроватью. И сломанные вещи, куртки порванные в нерабочем состоянии, то, что находится ваша техника, выбрасывайте или спрячьте в кладовку. Помните, ваша кровать предназначена для отдыха и подпитки вас энергией, а не наоборот.